Расскажу вам про монастырь Нинацминда. Здесь останавливалась как раз святая Нино, которая почитаема и известна в Грузии. И вот такой вот разрушенный вариант бывшего храма. Землетрясение его разрушило. Я вам сейчас продемонстрирую. Там, кстати, осталось, не знаю, на видео видно, нет. Сейчас попробую сфокусировать. Там Дева Мария. Ну, вот, наверное, не видно. И вот такой вот остатки разрушенного храма. Здесь можно поставить свечу, и даже стоит свеча. Даже две свечечки стоят. Вот такая вот черная полоса внизу идет. Это раньше свечи ставили в стены. Поэтому такая вот осталась. Такой разрушенный храм. Давайте пройдемся еще по территории. Так. Одно из немногих мест, где осталась крепостная стена. Это, кстати, действующий женский монастырь. Вон там находится келья. И вот такая вот колокольня, которая была действующая колокольня, которая раньше выполняла функцию башни, чтобы обозревать, что происходит за крепостной стеной. Гранат. Рядом мушмула. И пойдемте зайдем в храм, который был построен в 2000-х годах. Современный. Монахиня. Такая вот прекрасная территория. Небольшая, очень уютная. Еще расскажу, называется Нинацминда. В храме практически никого не осталось. Были люди. Можно поставить свечи. И вот она всем известная в Грузии святая Нино. Вот вокруг виноградная лоза. Макет монастыря, в котором мы находимся. Собственно говоря, она в руке держит крест, с которым она пришла в Грузию, и Евангелие. Такая вот церковь. Трон для главы епархии. Так вот, прекрасно тут. А здесь у нас частная винодельня. Мы в регионе Кахетия. Это как раз то место, где в Грузии делают вино. Вот эта штука. Помните, может, там как Челентано танцевал, давил. Вот это не могу показать, солнце как-то не дает. Вот такая вот деревянная штука. И в ней как раз давят виноград. Вот, вроде настроилась. И вот там внизу дырочка такая. Он, собственно, стекает. А вот эта штука, это туда, собственно, заливается винишко. И там поддерживается всегда температура 14 градусов. В земле, как правило, это делают, потому что если делать в доме, да, в строениях, то температура может быть 14 градусов, может не быть. То есть 50 на 50 получится, не получится вино. А это монастырь Бодбе. Вот в этом здании захоронена святая Нино. Всем известная и почитаемая в Грузии. Это постройка 9-10 веков. И, собственно говоря, она сюда пришла, здесь окончила свою жизнь и решила, что, в общем, завещала, чтобы ее похоронили
там, где она скончается. И, собственно говоря, здесь находится ее могила. Я приложил иконку к могиле, чтобы она зарядилась. И вот это уже новострой, очень красивый. В 2019 году начала работать, данный храм начал работать. Такая вот красотища. И сейчас подойдем к невероятному виду на Алазанскую долину. Там будет очень красивый вид. Как раз плодородная виноградная земля Грузии. Кстати, мы узнали, что вино Алазанская долина, оно не плохое, поэтому дешевое, а просто его много. А какая-нибудь Хванчкара, например, ее очень мало, ее в другие страны не отправляют. Вот, собственно, вид на Алазанскую долину. Сейчас попробую. Покрасивее снять. Вот такая вот красотища. Вообще, находясь в Кахетии, вообще в Грузии, очень сложно не сказать о вине. Потому что вино — это национальная гордость Грузии. Здесь оно очень вкусное. Здесь культ застолья. И вот как раз, как я уже говорил, находимся мы, там за мной не видно, но как раз в Алазанской долине, где производится больше всего вина там, из сорта Ркацетели, Саперави, да, которая очень популярна в Грузии. Белая, собственно, Ркацетели, красная Саперави. Сейчас мы пробовали различные вина, и, надо сказать, интересный опыт. Я не думал, что из винограда Саперави делается столько вин. Это вкусно, это чуть-чуть прихмелило. Дети бегают рядом. В общем, вино — это национальная гордость. Как не побыть в Грузии и не попить вкусного, прекрасного вина. Сейчас мы пили Хванчкару, она просто вот такая. Ну и пару слов хочется сказать про икону Иверской Божьей Матери, которая также здесь хранится, помимо захоронения святой Нино. Это икона в советские годы, когда у нас религия была запрещена, использовалась как стол. И один из использователей взял и расцарапал лицо на иконе лик, собственно говоря, Божьей Матери, и очень быстро скончался. То есть неизвестно, от этого не от этого, но однако легенда гласит, что все-таки это стало причиной, то, что он надругался. И вот эта вот расцарапанная икона Иверской Божьей Матери, то есть она вот так вот характеризуется, то есть если там где-то какие-то копии видите, если расцарапанное лицо, то есть это икона Иверской Божьей Матери, очень серьезная и почитаемая в христианском мире. Сейчас я нахожусь в городе Сигнахи. Вот это вот знаменитый грузинский ЗАГС, который Саакашвили открыл. И здесь 24 часа, 24/7 можно сделать бракосочетание. Вот девочку надо потереть, мне сказали, сейчас потру. Для того, чтобы все сложилось. Нос у нее. Девочка с цветами поздравляет, видимо, вот брачующихся. Тру и пошел. Так это все
Симпатично. Полностью отреставрировано. Такой вот город любви, так скажем. В общем, раньше он городом любви не был, вот он стал, и сделали из-за этого ЗАГСа его таким туристическим местом, куда приезжают люди специально пожениться. А потом можно, собственно говоря, перевести свидетельство о браке у нас также в России, и это будет вполне легитимный брак. А так мы находимся в Кахетии. Боже, сейчас поднимусь в эту гору, центр немножечко еще покажу. Впереди у нас мэрия, центр города. Город, как видите, такой весь клевенький, отреставрированный. Сверху смотришь на него черепичные крыши. Причем черепичные крыши — это нужная вещь. Зимой они сохраняют тепло, а летом, наоборот, не пропускают особо жару. Сейчас буквально еще чуть-чуть. Тут был праздник. Мы только что гуляли. Праздник чему, я так и не понял, но праздник был. Видимо, завершали сбор винограда. Вот, собственно, центр. Там дальше есть парк. Боже, как тяжело тут подниматься. Такое здание. Туда другое здание. Ну и сейчас чуть-чуть дойду до парка. Там стена с перечисленными людьми, погибшими в Великой Отечественной войне, с кахетинцами, именно из региона Кахетия. По мне это очень выглядит мило и симпатично. Сюда местные приезжают, ну, ненадолго, потому что здесь все-таки скучно. На пару дней можно приехать, порелаксировать, насладиться красотой отреставрированных улиц, вот этой вот всей милостью, любовностью города. Сейчас буквально чуть-чуть, и видео мое закончится по Кахетии. Вот он, центральный парк. Мне кажется, что весьма симпатично. А вот как раз стена, на которой участники Великой Отечественной войны обозначены. Сейчас подойду, покажу, и, собственно, все. Поеду назад в Тбилиси. Такое вот большое количество людей. Кстати, в Кахетии в основном, там кто, если умеет читать по-грузински, фамилии заканчиваются на швили. Вот так вот это симпатично. В общем, вот такой вот городок.